Салют, people! С вами Human и глоточек полезной и вкусной информации. Да. Ну что, поговорим сегодня о дефиците неона на примере Micron. Поговорим, посмотрим, как компания AMD сливает железо от консолей для майнеров. Немножечко глянем на официальную информацию от Intel о их грядущих видеокартах, которые уже вышли 30 числа, некоторые из них. Также вы удивитесь, но Intel решили сделать NFT-шки. Скажем так, раз хотели продавать, так можно продать еще и виртуально, да? Ну а под конец мы с вами взглянем и увидим, сколько на донатах Fortnite ушлось собрать средств, дабы помочь Украине. Погнали! Предлагаю вам начать с неона и чипов. Да, Micron подтверждает, что в краткосрочной перспективе проблем у них с поставками или даже с производством не будет, в частности с производством. И да, это даже учитывая то, что сейчас в моей стране идет война. Но вы должны понимать, что в Украине есть два ведущих поставщика неона: Cryoin Engineering и Ingaz, которые обеспечивают от 45 до 54% поставки всего в сумме для, вообще в целом поставки. То есть, грубо говоря, это полностью все мировые поставки инертного газа для создания чипов. И вот на данном этапе, да, они приостановили свою деятельность. Естественно, в перспективе все это может коснуться ценников, если ничего не восстановится. Но пока что зазорчик существует. Это 7-9 месяцев, когда все более-менее стабильно. И если что, это прямая речь директора по полупроводникам, которого зовут Кингай Чан из Summit Insights Group LLC. И теперь цитата. «В настоящее время мы не ожидаем каких-либо негативных последствий для наших краткосрочных объемов производства из-за российско-украинской войны. Но мы ожидаем увеличения наших затрат, поскольку мы обеспечиваем поставки определенных видов сырья», сказал гендиректор компании Санджай Мехротра. Плюс у них была уже диверсификация поставок, то есть, грубо говоря, есть... логично, понятно уже, да, что у них есть определенное накопление на складах, поэтому они не шибко сильно переживают. Хотя, конечно, стоит, и они это делают. Тем не менее, на краткосрочной дистанции они на плаву удержатся. Плюс есть еще один нюанс. Micron уже до этого поднимала стоимость чипов памяти как на NAND, так и на DRAM. А это увеличило валовую прибыль от выручки до 47,2%. То есть, если мы сравним с прошлым годом, там вообще было всего лишь 26,4%. Поэтому ребятки неплохо держатся на плаву. Так что Micron удачи и двигаемся далее. Ну что, рассказать вам, как AMD-шки умудряются продавать свое железо из консолей для майнеров. Ладно, расскажу. И стартанем с самого главного. Это с майнинг рига от ASRock, в котором 12 карточек, которые майнят, но не в том варианте, который вы подумали. У нас на борту там APU-шки AMD BC250. Кстати, все это собранное добро под ключ вам может обойтись в 13 500 евро. Если вы вдруг захотите взять у них риг. Причем это есть уже в европейских магазинах, которые официально можно купить. Оно даже, по-моему, сертифицировано. Но вот как раз таки здесь и начинается самое интересное. Если опираться на официальный источник, который говорит за риг AMD BC250, то он использует сок Ariel Oberon. Ничего вам об этом не говорит? А как насчет PlayStation 5? Если говорить простым языком, то это чипы. Поломанные чипы в каком-то смысле. То есть, грубо говоря, для консоли, для пятой плойки, для PlayStation она не подходит, она не будет работать. Но добру ведь нельзя пропадать, правильно? Поэтому есть альтернатива. Изначально была одна, но потом выплыла, естественно, и вторая. Ранее эти чипы уже мигрировали в настольные ПК, в готовой, в частности, в сборке, как 4700S. Ну а теперь они в майнинге. Потому что те не работающие отключенные функции в майнинге не нужны. И получается, что в общем собранный этот риг из всего этого отбракованного железа 12 видеокарт выдает в целом 610 мегахэшей. То есть, грубо говоря, это 50 мегахэшей на одну APU-шку. Ну а карта тогда, получается, выдает примерно 2 бакса США в сутки. И ныне вот в Словении продается такая ферма под названием ASRock Mining Rig Barebone, 610 мегахэшей 12X AMD BC250. Ну и если говорить в долларах, да, это получается 14 800 баксов. И даже в описании указано, что система и сертифицирована, и протестирована, и является результатом сотрудничества между AMD и ASRock. Ну а выгодна ли такая ферма, можете написать в комментариях. Сегодня у нас 30 марта, а значит релиз видеокарточек от Intel. Да, не на ПК, а в ноутбуке. Если кто вдруг не в курсе, то сегодня выходит следующий перечень видеокарт. Это A770M, A730M, A550M, A370M и A350M. Все в ноутбук. Но это что касается Arc Mobile. У нас есть еще в перспективе Arc 5 и Arc 7, которые должны выйти летом на ПК-дискретки, как по моей памяти это в июне. И здесь стоит уточнить, что Intel подтвердили наличие только 2 SoC
алхимиков. Это ACM G10 на 32 ядра XE и ACM G11 на 8 ядер XE. В итоге A550M, A730M и A770, естественно M, основаны на варианте G10, который, да, предполагает до 32 ядер XE, ну или 4096 ядер FP32. А вот A370M и A350M основаны на варианте G11, который ранее, кстати, назывался DG128EU. К слову, Intel Arc A770M это флагманская модель, оснащенная 32 ядрами XE, 16 гигами памяти GDDR6 и 256-битной шиной. Частота в базе у нас здесь 1,65 ГГц, а TDP-шка работает в диапазоне от 120 до 150 Вт. А если же говорить за карту попроще, то Arc A730M носит в себе 24 ядра XE, то есть 384 ядра FP32 и 12 гиг памяти GDDR6 со 192-битной шиной. А вот TDP-шка здесь уже поменее, 80-120 Вт. Собственно, как и тактовая частота, всего лишь 1,1 ГГц. У нас с вами еще остается, конечно, A550, A370 и A350, все M, естественно. Но грузить я вас их характеристиками не буду, потому что, ну, принцип одинаков. Там просто все идет немножко на уменьшение, следовательно, это более бюджетные и дешевые версии. А вот говоря за карты Arc 5 и Arc 7, то здесь информации практически нет. Ну, Intel ничего не сказала. Известно лишь только то, что серия Arc 3, именно Arc 3, нацелена на разрешение 1080p, 60 FPS и средней настройки графики. А на Sims Intel не все, ведь если можно заработать не только на реальных видеокарточках, почему бы не попробовать заработать на виртуальных видеокартах? На сайте Falctron создана новая коллекция графических процессоров. Это по большому счету готовые рендеры видеокарт Intel, возможно вы даже их видели в том или ином виде. Ну то есть картинка, которая сделана 3D графикой, как будет выглядеть или должна была бы выглядеть карточка Intel, дискретка в ПК, которая выйдет летом. Сама же площадка Falctron получит 100 тысяч токенов. И получается до 45 750 из них будут выпущены через MirrorXears. Небольшая часть в количестве штук 8880 останутся у команды создателей. Ну а оставшийся запас будет потрачен сразу с выходом первой коллекции NFT на торговую площадку. Причем с помощью увлекательных квестов. Саму же Falctron можно будет обменять в первом квартале 2024 года на токен FTRO, который используется в качестве общедоступной валюты в вычислительной экосистеме Falctron. Но стоп, если вы вдруг не в курсе, о чем вообще идет речь, что за NFT, что за метавселенная и так далее, то сразу говорю, посмотрите вот эти вот два видосика, я их сделал уже давненько, несколько месяцев назад на своем втором канале, посвященный всему этому делу, что если вдруг не в курсе, лучше для начала с ними ознакомьтесь, я там разжевал так, что даже школьник поймет, а потом возвращайтесь и продолжим про NFT. В итоге, на MirrorXears есть 3 уровня NFT Utility GPU Phase 0, ну так вот она называется. Но прежде чем мы перейдем, надо сказать немножко о спонсорах, что они получают еще в итоге. То есть 3 лучших, скажем так, донатера в NFT-шку получат специально ограниченную серию графических процессоров NFT. И, конечно, все будет зависеть от их уровня вклада в компанию. Плюс 3 лучших спонсора получат 1000, 500 и $250 Falctron в дополнение к лимитированным NFT. В итоге, по лимитированным NFT-шкам у нас есть 11 штук Asus ROG Strix RTX 3090 за 1 эфир. Ну, цену эфира, естественно, смотрите по факту дня. 170 штук AMD Radeon RX 6900 XT за 0.1 эфир и 1000 штук Intel Arc Alchemix за 0.01 эфир. Так что, если вы любитель коллекционок в виде именно NFT, цифрового, скажем так, диджитал искусства, то вполне возможно, что этот движ вам зайдет. Еще 20 марта Epic Games и Xbox объявили, что включая дату до 3 апреля все сборы из донатов Fortnite пойдут на Украину как помощь конкретно пострадавшим украинцам во время войны. И деньги будут перечислены в следующие фонды. Это Direct Relief, Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Всемирной продовольственной программе ООН. И вот уже на 29 число, на 29 марта эпики смогли собрать более 100 миллионов долларов для помощи, ну скажем так, на волонтерские и гуманитарные нужды для Украины. Хотя до конца акции остается еще несколько дней. Ну и по их заявлению они сказали, что не будут дожидаться какого-то конкретного числа и даты, чтобы все выплачивать одним махом, а уже постепенно все это будут закидывать деньгами, что более разумно и актуально. Кстати, к слову, сумма, которую собрали за такой условно короткий период эпики через Fortnite, это куда больше, чем некоторые организации и даже страны, иногда и даже вместе взятые. Ну, вот вам для сравнения, даже, допустим, Meta, платформа, это ранее Facebook, пожертвовала 15 миллионов долларов, Amazon 10, Samsung 6. Так что stay strong, Ukraine. Все получится. Ну, на этом, ребятки, у меня для вас все. С вами был, как всегда, Human, и как всегда, кайфовой вам игры.